Всех приветствую на канале Путь Богача, и в этом видеоролике мы поговорим про CoinList. Зачем он нужен, что тут делать, как на нем заработать и почему он так всем нравится, все в этом видео. Итак, представьте себе такую ситуацию, что вы покупаете токены только на самых низах, по самой низкой цене, тогда, когда они вот выходят и еще о них мало кто знает. Что бы это означало? Да это бы означало только одно, что вы бы всегда были в плюсе, вы бы покупали снизу, а продавали бы наверху. И именно этим и нравится всем CoinList, который является своеобразным мостом между пользователями, которые не знают о новых проектах, и между теми, кто эти проекты хочет выпустить в свет. То есть новый проект, есть пользователи и есть CoinList, который сводит нас и дает возможность познакомиться с этими проектами. А самое главное, купить токены по самым низким ценам, пока они еще не попали ни на одну из бирж. Вот пример проектов, а точнее их результаты после публикации на CoinList. Это сотни процентов роста. Это тысячи процентов роста, это десятки тысяч, это просто бешеные 75 тысяч роста Solana дала, вы представляете? Практически все проекты здесь успешные, потому что их тщательно отбирают и презентуют пользователям, которые уже доверяют этой площадке, CoinList. Давайте пройдемся поподробнее, что здесь вообще можно делать. Ну, такие же функции, как и на всех биржах. Можно торговать, покупать. Также у них есть приложение на iOS, на Android. Здесь можно, самое главное, что получить доступ к новым токенам до того, как они появляются на биржах. А это означает, что мы можем купить их очень-очень дешево, а продать потом очень-очень дорого. Ну вот, например, Solana, я думаю, если вы за криптовалютой следите, знаете, что она вообще вытворила в последнее время, какую цену показала, как себя Filecoin показал, Flow и так далее. Ну, обычные расторговки, вот эти все, я думаю, этим не удивишь. Стейкинг есть еще. Можно просто хранить криптовалюту, конвертировать из одной в другую и пошло-поехало. Значит, здесь всегда вы можете посмотреть и ознакомиться с проектами текущими, которые на данный момент доступны для регистрации и впоследствии, где можно принять участие и купить эти самые токены. Ниже всегда есть проекты уже, которые прошли свою движуху, и здесь уже принять участие нельзя, но можно почитать. Если на него перейти, то мы можем увидеть здесь всю полезную информацию. Это когда у нас первая локация расторговывается, вторая. Когда регистрация заканчивается, она всегда заканчивается раньше, ребята. Не получится так прийти вот в день расторговки и принять участие. Нет, вы должны заранее все это сделать. Нажимаете кнопку регистрации, проходите тест, отвечаете правильными ответами и получаете возможность участвовать. Но перед тем, как нажимать кнопку регистрации, всегда изучайте информацию, более детально вникайте в то, что вообще здесь происходит. Здесь всегда есть условия принятия участия, можно купить вот за 25 центов за токен. И тут одни будут условия, можно купить за 15, тут будут другие уже. Все это здесь подробно всегда описывается. Можно посмотреть, изучить там всякие экосистемы, бикосистемы, все вообще просто что можно. На каких она там работает блокчейнах и так далее. Можно всегда глянуть, какие партнеры. Вот я, например, уже вижу Binance, Coinbase, Hobby. И мне это уже говорит о многом, что проект серьезный, у него есть такие вот хорошие партнерства. Дальше все изучаете. И вот на примере, допустим, прошлых расторговок могу показать успех всех этих движух. Если можно было купить токен по 25 центов, то впоследствии вот мы видим 20 иксов теперь у этого токена. Solana, если она продавалась по 0.22 на CoinList, то теперь мы видим 165 практически. И это очень бешеный рост. 7 место. Между прочим, обратите внимание, вообще 12,5 тысяч разных криптовалют. А Solana у нас уже на 7. Скоро подвинет Ripple. Почти тоже 50 миллиардов капитализации.
И долгое время, вот если посмотреть на график, она вообще никому не нужна была, эта Solana. Все боялись, никому она не нужна была вот тут. Все боялись купить тут, думали это хаи, но хаи оказались вот здесь. То есть все боялись вот этих хаев, но теперь боятся купить на этих. А кто не испугался и купил здесь, они пришли сюда. Это здорово. Вот недавний проект Immutable, который тоже вышел на CoinList. Теперь он уже применяется в новом проекте Gods Unchained, который также сейчас будет выпускаться на CoinList. Это здорово. Это говорит о том, что проект не успел вот выйти, да, вот его выпустили на CoinList, а он уже все, вот он уже живет, он применяется, и это здорово. Можно стейкать монеты также на этой площадке, но список токенов, которые можно застейкать, не очень великий, проценты тут тоже не сильно высокие. Самый большой, вот я вижу, 16,3, это проект Mina. Простая конвертация токенов и защита от нечестных пользователей. Что это означает? Дело в том, что на CoinList нет обязательного правила держать какое-то количество монет, как, например, на других площадках, с меньшей репутацией, с меньшим количеством пользователей. CoinList это самая такая сейчас хайповая, популярная. Так вот, поэтому чем сюда всех тянет? Что здесь не надо держать нативные токены ни на какую сумму, даже вот ни одного. Просто прийти, зарегистрироваться и попытать свою удачу, попасть, главное, вот в эту очередь и в самое начало, где, собственно, токены и можно получить. Что это означает? Что люди, нечестно поступают и регистрируют много аккаунтов, там у некоторых 100 и 1000, но чтобы они не имели такого огромного шанса попасть в очередь, придумали карму. Теперь карма определяет в том числе твою вероятность попадания в начало очереди. Что нужно делать? Нужно постоянно, во-первых, принимать участие во всех этих токен-сейлах, нужно вообще что-либо делать, торговать, стейкать, конвертировать. В общем, все ваши действия, они учитываются, и вы получаете за это баллы. Вот эти вот нулевые аккаунты, которые там тысячи имеет регистрации кто-либо, они просто висят и тухнут, они уже не попадают в должную очередь. И это справедливо с одной стороны. Но с другой стороны это создает большой поток желающих, и можно прийти и попасть в очередь там, не знаю, на 500 000, в то время как токенов может хватить только на несколько тысяч или десятков тысяч. Почему? Да потому что, как правило, их продают не очень большими количествами. Вот здесь, допустим, 75 миллионов. Это кажется много. Но минимум можно купить на 50, максимум на 500. И если даже вот провести простейшую математику, то 500 мы делим на 0,25. Представим, что все решили купить по максимуму и купили по 2000 монет. Если у нас всего 75 миллионов, то логично, что первые 37,5 тысяч купят токены, а остальные нет. Когда я приходил тоже на токен сейлы, я был в разных позициях. И иногда это были даже 500-600 тысяч, но это просто нереально попасть туда и купить. Поэтому, ребята, все равно, тем не менее, не отчаиваемся, приходим, регистрируемся, ссылка будет в описании. Регистрируйтесь, нужно подтвердить документы, только так вы сможете принять участие и вообще иметь возможность регистрироваться во всех этих предпродажах. Всегда все практически вот эти проекты, они успешные. CoinList тщательно отбирает их и следит за своей репутацией. Тем не менее, я хочу сразу сказать, что это не финансовый совет, что все равно разбирайтесь тщательно сами. Каждый проект можно, как я уже показал, изучить, понять вообще, что это, зачем это. Всегда у них есть ссылки, например, можно посмотреть их Twitter, узнать, какая у них аудитория, армия поклонников, ожидающих вообще этот проект, это тоже о многом говорит. Например, 25 тысяч это не сильно много, но если бы тут было бы, к примеру, 1100, это уже говорит о многом, что проект выпустится и пойдут хорошие торги. Его ждут, его освещают. 23 тысячи на самом деле это тоже не совсем плохо. Очень плохо, если там будет, скажем так, несколько тысяч или вообще 100, 200, 300 человек. Это очень несерьезно. Плюс дата регистрации. Тоже мы видим 2019 год. Это не свежий аккаунт.
это тоже уже как бы более-менее серьезно. Куда плохо, если проект выходит, а его твиттер зарегистрирован неделю назад, и там нету подписчиков, или их очень много, что говорит о накрутке. Всегда можно посмотреть активность, лайки, ретвиты и прочее. Еще раз напоминаю, что это не финансовый совет, ссылки, тем не менее, в описании для всех тех, кому это интересно. Регистрируйтесь, присоединяйтесь и изучайте эту тему. Это очень интересная тема, потому что всегда можно на ней срубить иксы. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч.